Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты, узорчиков уже очень много. Для вашего удобства они собраны небольшие коллекции под названием плейлистов. Что-то интересное для себя вы обязательно найдете. Также не забудьте заглянуть в раздел Shorts. Так, сверху на главной странице канала вы увидите разделы «Главное», «Видео», «Шортс», «Плейлисты», «Записи» и так далее. Так вот, в «Шортс» и «Сообщество». У кого-то называется «Сообщество», у кого-то «Записи». Да? Вот, заглядывайте, там очень большое количество узорчиков уже готовых. Вы можете посмотреть их, какой узорчик вам понравится. Нажимаете на ссылочку в описании, да, и вы переходите на полное видео, где я показываю, рассказываю, из каких ниточек вяжу и что в итоге получается. Отдельный привет, слова благодарности передаю своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваши просмотры, лайки, комментарии, за вашу поддержку. Я сегодня к вам вот с таким моточком. Это уже остаточки вот таких вот блестящих синих ниточек, но и с новым узорчиком. Итак, что это за ниточки? Смотрите, на самом деле это вот те самые ниточки, с которыми мы часто работаем. Alize Angora Gold Simli. Simli блестящие. Смотрите, в моточках находится, здесь получается 100 грамм, в 100 граммах 500 метров. По составу ниточки 75% акрил, 20% это шерсть и 5% это металлик. И нам здесь советуют производители брать крючок от 2 до 4. Сразу же назову этот же цвет, вот именно такой цвет, это здесь, смотрите, номер 40. Я данную пряжу вяжу крючком номер 3. Сегодня у меня вот такая вот интересная троечка. Вы, в свою очередь, берете любую пряжу, какая у вас есть. Не обязательно брать такую, какая у меня, потому что все узорчики универсальны. Из одной тоже получается узорчик из разных пряж выглядит по-разному. Поэтому пробуйте, вяжите, экспериментируйте, не останавливайтесь, так скажем, на одних нитках. Единственное, правильно подберите крючок. Вот точно так же прочитайте аннотацию, инструкцию к своей пряже. Правильно подберите крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Схемка цветная, отличного качества. Каждый ряд новым цветом, то есть вы не запутаетесь. Единственное, что я так понимаю, что схемка предназначена для вязания в круговую. Вы увидите в центре петельки подъема есть и так далее. Соединительные петельки. Поэтому мы с вами, так скажем, немножко коррективы внесем по бокам нашего вязания, нашего образца узорчика. А так, в принципе, все то же самое. Кто умеет работать со схемками, можете работать самостоятельно. Кто еще пока не умеет работать со схемками, повторяйте за руками, у вас все равно все получится. Но единственное, что обращайте внимание на схемку. Мы с вами провяжем элемент, посмотрите, как он обозначается в схемке. Посмотрели, провязали, посмотрели, провязали, посмотрели. Так? И вы таким образом, как бы незаметно для себя, научитесь работать со схемками, и в дальнейшем любая схемка для вас будет не проблема. Итак, смотрим. Раппорт сегодняшнего узорчика 7 воздушных петелек. Давайте, например, я наберу крючок тоненький, пряжа тоненькая, наберу, например, 5 раппортов, это получается 35 воздушных петелек. И я сделаю по бокам еще по одной воздушной петельке, ну, чтобы мы ряд ровненько заканчивали. Угу. Итого я наберу, получается, 37 воздушных петелек, ну, а вы набираете, сколько вам будет необходимо. Итак, для начала все как всегда. Делаем петельку фиксации, и при наборе петелек мы данную петельку не считаем. Теперь я набираю 37 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37. Вот мой будущий образец. Дальше смотрите. Давайте с новичками все-таки провяжем наш вспомогательный ряд, как мы делаем во многих наших узорчиках, для того, чтобы не запутались в воздушных петельках, да, новички могут запутаться, опытные мастера могут приступать к узорчику. Итак, новички, делаем 3 петельки подъема, 1, 2, 3, отсчитываем от крючка 5-ю петельку, 1, 2, 3, 4, 5, накид, в 5-ю петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки, 2, 2, столбик с накидом. Накид по порядку в следующую петельку цепочки точно так же провязываем столбик с накидом.
И в следующую, во все последующие вот так вот петельки шагаем и аккуратненько, да, не торопимся и провязываем столбики с накидом, сами себя контролируйте. По итогу количество столбиков должно быть ровно столько, сколько у вас петелек в цепочке. Получается, если я набрала 37 воздушных петелек, у меня получится 37 столбиков с накидом. Здесь ничего сложного. Вот эти вот 3 петельки подъема, которые мы провязали в самом начале, это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно провяжите до конца ряда, и в конце ряда мы с вами встретимся. Угу. Несложно у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики. Все ровненько, аккуратненько. Приступаем к узорчику. Итак, схемка узорчика непосредственно начинается с центра. Заметили, да? Смотрите, я сделаю небольшие изменения. Вначале сделаю 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Это будет наш краешек. Так? А дальше мы идем по схемке. Там у вас идут 3 петельки подъема, но мы их сразу же уже провязываем столбиком с накидом. Столбик с накидом раз. Следующий столбик с накидом. По порядку идем 2. Следующий столбик с накидом 3. Столбик с накидом 4. Поняли, да? То есть там именно получается и 4 столбиков. Первый был петельки подъема, а мы сделали вот петельки подъема. Это будет наш краешек, чтобы край был ровный. Дальше воздушная петелька. Один столбик, получается, пропускаем. И следующий провязываем рогаточку. Столбик с накидом раз. Воздушная петелька. И сюда же вернулись, в эту же верхушечку. И провязали еще один столбик с накидом. И у нас получилась вот такая вот рогатка. Дальше воздушная петелька. Один столбик пропускаем. И в следующий начинаем провязывать столбики с накидом. Опять считаем. Столбик с накидом раз. По порядку в следующий столбик. Столбик с накидом 2. Дальше столбик с накидом 3. И столбик с накидом 4. Угу. Вот. Те самые 4 столбика, которые мы с вами провязали в начале. Дальше опять воздушная петелька. Опять пропускаем столбик. В следующий провязываем рогатку. Столбик с накидом раз. Воздушная петелька. Вернулись сюда же. И опять провязали столбик с накидом 2. Для кого очень быстро, вы ставьте на паузу, либо в настройках делайте скорость там, которая вам будет более комфортно. Угу. Все. Воздушная петелька, опять пропускаем столбик и со следующего повторяем опять 4 столбика с накидом. То есть ваша задача в этом ряду провязать 4 столбика, рогатка, 4 столбика, рогатка, 4 столбика, рогатка и так далее до конца ряда. Несложно, да? Все, давайте самостоятельно. В конце ряда я вас встречу, покажу, как заканчиваем ряд. У вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики и рогатки. Так, начали мы, получается, со столбиков, заканчиваем мы рогаточкой. Видите, как в схемке. Дальше, смотрите, что я добавляю, так скажем, от себя. Делаем воздушную петельку, пропускаем один столбик. И далее 3 петельки подъема у нас. В третью петельку провязываем столбик с накидом. И этим наш ряд заканчивается. Краешек ровный. Дальше опять 3 петельки подъема. Раз, два, три. В схемке этого у вас нет. Поворот. Дальше 1 воздушная петелька по узорчику. Итого здесь 4 воздушные петельки. А дальше начинается как по схемке. Вот в нашу рогатку, вот в эту вот рогатку, мы провязываем 6 столбиков с накидом. Итак, 1 столбик с накидом, сюда же. 2 столбик с накидом, сюда же. 3 столбик с накидом, сюда же. 4 столбик с накидом, 5 и 6. И получается вот из рогаточки вот такой вот веерочек. Дальше опять воздушная петелька. И теперь будьте внимательны. Делаем накид. Работаем с нашими вот 4 столбика. Смотрите, захватываем первый столбик вот так вот сзади наперед. Столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку. Провязываем 2 петельки стоп. Держим на крючке. Здесь получается мы начали провязывать рельефный лицевой столбик с накидом. Но провязали не до конца. Смотрим дальше. Накид. Второй столбик. Точно так же захватываем сзади наперед. Столбик перед крючком, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки стоп.
И вот теперь 3 петельки провязали вместе. У нас получилось, что 2 рельефных лицевых столбика с накидом с общей верхушкой. Интересно, да? Идем дальше. Накид. Следующие 2 столбика провязываем точно так же. Захватываем столбик сзади наперед, столбик перед крючком, вытянули ниточку, провязали 2 петельки стоп, накид. Следующий столбик точно так же захватили столбик перед крючком, вытянули ниточку, провязали 2 петельки стоп. И теперь 3 петельки провязали вместе. Получается еще раз 2 рельефных лицевых столбика с накидом с общей верхушкой. Угу. Дальше воздушная петелька, переключаемся на нашу вот эту вот рогаточку. В нее опять провязываем веерочек, состоящий из 6 столбиков с накидом. Раз, сюда же, 2, сюда же, 3, 4, 5 и 6. Вот такой вот веерочек. Веерочек, рельефные столбики, веерочек. Опять делаем воздушную петельку, переключаемся на наши 4 столбика, и из них тоже провязываем 2 рельефных лицевых столбика с общей верхушкой. Так, второй столбик, и провязали вместе. И точно так же вторую пару наших столбиков, рельефные лицевые столбики с накидом с общей верхушкой. И провязали. Угу. И все. И опять воздушная петелька. И переключаетесь на следующую рогаточку и провязываете опять 6 столбиков с накидом. То есть вы чередуете веерочки, рельефные столбики, веерочки, рельефные столбики. И так до конца ряда. А в конце ряда я вас встречу, покажу, как заканчиваем ряд. Угу. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали второй ряд нашего узорчика. И заканчиваем как ряд. Вот, мы дошли, получается, до конца практически ряда. Здесь провязываем рельефные столбики. Так, видите, как бы такая желтый или оранжевый, да, у нас получается второй ряд. И здесь, смотрите, как я делаю. Воздушная петелька опять. И переключаемся. Вот мы делали 3 петельки подъема в предыдущем ряду. В третью петельку аккуратненько переключились и провязали столбик с накидом. Все, ряд наш закончен. Краешек ровный. Поняли, да? Теперь следующий ряд, он идет зелененьким. Опять же, смотрите, мы делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Здесь сделаем, получается, воздушную петельку дополнительно. Получается 4 воздушные петельки. Дальше смотрите. Вот получается у нас здесь 2 верхушки. Раз и два. Так, рельефные столбики. Для того, чтобы сохранить рельефность, у нас с этой стороны все столбики рельефные будут изнаночными. Так, получается на другой стороне они будут выглядеть как лицевые. Если здесь они выпуклые лицевые, то здесь изнаночные, видите, как получается, как горизонтальная полоска такая. Вот мы должны следующие столбики здесь провязывать рельефными изнаночными. Как мы делаем? Смотрите, накид. И вот наши вот эти вот 2 столбика, помните, 2 столбика, мы их захватываем, смотрите как, спереди, назад, вот таким вот образом. И вот эти вот 2 столбика с одной общей верхушкой, они у нас за крючком. Вытягиваем ниточку аккуратненько, так, провязываем 2 петельки, стоп, держим на крючке, не провязываем дальше. Накид. Следующие вот эти вот 2 рельефных столбика точно так же захватываем, так вот спереди, назад. Столбики наши с общей верхушкой за крючком. Вытянули ниточку аккуратненько и провязали 2 петельки стоп. А вот теперь 3 петельки вместе. И у нас, по идее, получились, смотрите, 2 рельефных изнаночных столбика с накидом с общей верхушкой. Идем дальше. Воздушная петелька. Теперь у нас здесь вот наши 6 столбиков в нашем веерочке. Мы должны провязать их рельефными столбиками. Мы договорились, что эта сторона у нас будет изнаночная. Значит, все рельефные столбики будут изнаночными. То есть как это? Смотрите, захватываем столбик точно так же, как предыдущий столбик. Спереди назад столбик за крючком. И провязываем, так вот вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Рельефный изнаночный столбик с накидом. Следующий столбик точно так же захватили столбик за крючком и провязали по 2 петельки. 2, 2. Второй столбик считаем. Точно так же. Третий столбик. Точно так же. Четвертый столбик. Точно так же. Пятый и шестой. Видите?
рельефные, получается, столбики изнаночные с этой стороны у нас формируют вот такую вот горизонтальную линию. А с лицевой стороны они у нас все выпуклые, все одинаковые. Видите, они как бы выпирают. Вот такая вот красота. Идем дальше. Опять делаем одну воздушную петельку. И следующие вот наши рельефные столбики с общей верхушкой по 2 столбика провязываем опять рельефным изнаночным столбиком с накидом, но не до конца. 2 петельки стоп. Следующий накид. Захватили точно так же наши столбики. И 2 петельки стоп. И теперь все 3 петельки вместе. Оп, провязали. Опять воздушная петелька. Переключаемся на веерочек. Здесь будут все рельефные изнаночные столбики с накидом. Здесь мы их провязываем по одному, то есть мы их не объединяем. Вот таким вот образом. 3, теперь 4, 5 и 6. Угу. И получается у нас вот такая вот картина. Опять будет воздушная петелька. И опять вы вот эти вот 2 столбика, получается по 2 столбика с общей верхушкой провязываете вместе точно так же. Рельефными изнаночными столбиками с общей верхушкой. Все, и так вот шагаете до конца ряда. Я думаю, что несложно. Получается симпатично. Встречаемся в конце ряда. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наш ряд до конца. Вот наши рельефные изнаночные столбики. Все ровненько, аккуратненько. Как заканчиваем ряд. Вот наши 6 столбиков рельефных изнаночных. Так. Дальше воздушная петелька. И в предыдущем ряду мы делали 3 петельки подъема. Вот в третью петельку мы провязываем столбик с накидом. На этом наш ряд заканчивается. Краешек у нас здесь ровный. Дальше 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Следующий ряд у вас, он либо темно-бордовый, да, либо коричневым цветом обозначается. Смотрим. Воздушная петелька. Итого получается 4 воздушные петельки у нас здесь получится. И вот эти вот, получается, 6 рельефных столбиков, они в данном ряду, весь ряд у нас будет сделан из рельефных лицевых столбиков. Поняли, да? Там у нас были все изнаночные, здесь будут все лицевые. Смотрите, как мы их провязываем. Итак, накид. Беремся за первый столбик сзади наперед, столбик перед крючком, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, стоп, дальше не провязываем. Накид. По порядку в следующую петельку, в следующий получается столбик, точно так же захватываем, сзади наперед, вытягиваем ниточку, 2 петельки провязали, стоп. И вот теперь получается 3 петельки провязываем вместе. Получается у нас 2 рельефных лицевых столбика с общей верхушкой. Поняли, да? Следующие 2 по порядку столбика провязываем по одному столбику. Но тоже они у нас будут рельефные, лицевые. Мы уже умеем их провязывать. На этом как бы уже внимание не заостряем. Так? И оставшиеся 2 рельефных столбика тоже провязываем рельефными лицевыми столбиками с одним накидом, но с общей верхушкой. Видите, 2 петельки, стоп, накид. Следующий столбик точно так же, рельефно лицевой, 2 петельки провязали и стоп. Теперь 3 петельки вместе. И получается, если внимательно посмотреть, у нас как бы сужается вот кверху, да, уменьшается объем нашего вот этого веерочка. Дальше воздушная петелька. Смотрите, там, где у нас была верхушка наших рельефных столбиков, мы их вязали с той стороны изнаночными. Здесь, видите, они выглядят лицевыми. Мы беремся вот за общую верхушку и провязываем, смотрите, столбик с накидом 1, воздушная петелька и сюда же столбик с накидом 2. Получается рогаточка. Угу. Дальше воздушная петелька. Переключаемся вот опять на наших 6 рельефных столбиков. Первый, второй провязываем с общей верхушкой. Третий, четвертый самостоятельные будут столбики. Пятый и шестой тоже вместе провязываем с общей верхушкой. Давайте еще раз. Все столбики у нас здесь рельефные, лицевые. 1, 2. И теперь провязываем их вместе. Оп, общая верхушка. Следующие 2, они у нас самостоятельные столбики. Рельефный лицевой столбик с накидом есть. Рельефный лицевой столбик с накидом есть. И последние 2 столбика тоже провязываем рельефными лицевыми с общей верхушкой. 2 петельки, стоп, накид.
следующий столбик рельефный лицевой, 2 петельки, стоп, и теперь все 3 петельки вместе. Дальше воздушная петелька, и там, где у нас в предыдущем ряду наши столбики объединялись, да, общая верхушка, беремся за общую верхушку и провязываем обыкновенный, обычный получается, столбик с накидом. Дальше воздушная петелька, и сюда же в верхушку этого же столбика еще раз столбик с накидом. Формируем рогаточку. То есть получается, мы с вами как бы повторяем вот этот вот наш первый ряд, да, но с небольшими изменениями. Поняли, да? Тут получается 1, 2, 3, 4 верхушечки, но столбики здесь рельефные. И рогаточка. Вот у нас 1, 2, 3, 4 рогаточка. Только смещены в шахматном порядке. Все. И вот так вот шагаем до конца ряда. Не сложно? Не сложно. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши рельефные лицевые столбики вместе с рогаточками. Все ровненько, аккуратненько, как мы заканчиваем ряд. Заканчиваем мы, получается, рогаточкой. Так, делаем воздушную петельку, накид. И там, где у нас были 3 петельки подъема в предыдущем ряду, в 3-ю петельку аккуратненько нырнули и провязали столбик с накидом. На этом наш ряд закончен. Все ровненько, аккуратненько. Теперь, получается, переключаемся на голубой ряд. Смотрите, да, по схемке. Так, вначале мы делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Воздушная петелька будет по узорчику. Итого 4 воздушные петельки. Теперь переключаемся. Вот в схемке уже видно. Здесь, получается, в рогаточку провязываем 6 столбиков с накидом. 1. Сюда же 2. Сюда же 3. 4. 5 и 6. Повторюсь, если для вас быстро, ставьте на паузу, либо же делайте в настройках скорость, которая будет вам комфортна. Итак, веерочек. Дальше воздушная петелька. И теперь, если внимательно посмотрите, то мы второй ряд нашего узорчика провязывали точно так же. Просто он был смещен в шахматном порядке. То есть, получается, вот наш веерочек. И сейчас мы будем провязывать рельефные изнаночные столбики. Данный ряд у нас изнаночный. Вы не запутайтесь. Вы увидите вот такие вот, видите, как бы горизонтальные полосочки. Они подчеркивают, что эта сторона изнаночная. Итак, давайте еще раз. Накид. Мы, получается, берем наш... У нас здесь по итогу 4, да, по верхушке. Видите, 1, 2, 3, 4. Первый, получается, мы захватываем вот эти наши 2 столбика, провязанные вместе с общей верхушкой. Вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки. Стоп, держим на крючке. Накид. Второй столбик захватили точно так же. И вытянули ниточку, провязали 2 петельки. Стоп. И вот теперь все 3 петельки провязали вместе. Оп. У нас получилось 2 рельефных изнаночных столбика с общей верхушкой. И следующий точно так же. Вначале столбик 1 захватили, провязали рельефный изнаночный столбик, но не до конца, держим на крючке. И следующий вот наши 2 столбика с общей верхушкой, забираем эти столбики и провязываем рельефный изнаночный столбик с накидом не до конца. И теперь все 3 петельки вместе. Оп. Вот такая вот красота. Дальше опять воздушная петелька. И опять вот в нашу рогаточку провязываем 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петелька. И опять вот наши 4 верхушечки, да, ориентир. Берем первые 2 столбика, которые провязывали вместе. Столбик рельефный, изнаночный не до конца. Второй столбик, который у нас был одиночный, его тоже захватываем, провязываем не до конца. И все 3 петельки вместе. Дальше одиночно стоящий столбик провязываем рельефным изнаночным не до конца. И вот эти 2 столбика с общей верхушкой точно так же захватываем, провязываем рельефный изнаночный столбик с накидом не до конца. Теперь все 3 петельки вместе. И все. И вот так вот шагаете. Веерочек, рельефные столбики, веерочек, рельефные столбики. Все. Ничего сложного. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, смотрите. Вот наши рельефные столбики и веерочки готовы. Ничего сложного, как заканчиваем ряд. Вот получается, мы провязали 2 рельефных наших столбика, так, и делаем воздушную петельку. И там, где у нас были 3 петельки подъема предыдущего ряда, мы в 3-ю петельку провязываем столбик с накидом. На этом наш ряд закончен. Дальше делаем опять 3 петельки подъема. 1, 2, 3.
поворот, одну воздушную петельку по узорчику, итого 4 воздушные петельки. Теперь переключаемся на ряд такой ярко-зеленый, как вот молодая травка, да, поняли, да? Итак, вот наши рельефные столбики 2, мы их провязываем в данном ряду, видите, они у нас все будут лицевыми. Итак, захватываем вот эти вот 2 столбика с общей верхушкой, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп. Дальше накид. Следующий получается точно так же 2 столбика с общей верхушкой захватываем, как мы захватываем наши, провязываем рельефные лицевые столбики, стоп. И теперь все вместе. Вот у нас получается, вот как бы видите, листик сформировался. Дальше воздушная петелька. И теперь вот наши 6 столбиков в веерочке мы провязываем, так как сторона у нас лицевая, провязываем как рельефные лицевые столбики с накидом. Столбик у нас перед крючком. И провязываем 1 столбик, следующий 2 столбик, следующий 3, 4, 5 и 6. Воздушная петелька. Переключаемся на наши рельефные столбики и провязываем точно так же. У нас здесь будет 2 рельефных лицевых столбика с общей верхушкой. Поняли, да? То есть получается, если внимательно посмотреть, вот точно так же мы провязывали здесь. Вот у нас здесь были после веерочка рельефные столбики, а здесь получается рельефные столбики с общей верхушкой. Угу. Все, давайте самостоятельно до конца ряда. Схемка перед вами. Ничего сложного, мы уже так провязывали. Просто мы сместили в шахматном порядке. И все, также все то же самое. Провязывайте самостоятельно, встречаемся в конце ряда, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот наш лицевой ряд. Вот такие вот листики уже четко видно вырисовываются, да? Как мы заканчиваем наш ряд? Вот получается 6 рельефных лицевых столбиков с накидом. Дальше получается, вот у нас здесь были 3 петельки подъема. И вот в 3-ю петельку провязываем столбик с накидом. На этом наш ряд будет закончен. Дальше. Опять делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И теперь вот эти вот наши 6 рельефных столбиков мы будем провязывать как первые 2 вместе, 3, 4 по отдельности, 5, 6 вместе. В силу того, что ряд здесь получается изнаночный, здесь будут рельефные изнаночные столбики. Вот таким вот образом. Опять же, мы уже умеем их провязывать. Аккуратненько захватили, вытянули ниточку. Стоп, держим на крючке. Второй столбик точно так же захватили. Стоп. И теперь 3 петельки вместе. Оп, 2 столбика. Дальше следующие 2 столбика по одному провязываем. Рельефный изнаночный столбик с накидом. Рельефный изнаночный столбик с накидом. И оставшийся 5, 6 точно так же провязываем вместе. Раз. Сейчас. Раз. И 2. Провязали. Воздушная петелька. Там, где у нас было, получается, 2 столбика с общей верхушкой, беремся за верхушку и в нее провязываем рогатку. Столбик с накидом 1, воздушная петелька, вернулись сюда, столбик с накидом 2. Опять воздушная петелька и точно так же провязываем наш листочек. Мы так уже провязывали наш листочек, помните, да? То есть убавляли, убавляли, и получается у нас именно с этого ряда повторяется вот наш самый первый ряд. То есть посмотрите по картинке, по схемке, это такой фиолетовый такой, да, цвет непосредственно данного ряда. Все, то есть дальше у вас идет повторение полностью. Сам по себе узорчик несложный, вы видите, он повторяется, да. Единственное, что в шахматном порядке смещается, и опять все точно так же повторяется. Все, теперь вы уже знаете, как провязывать данный узорчик. Повторяйте до нужного вам размера образец, и мы с вами встретимся через несколько рядочков. Договорились? Все, давайте, у вас получится. Встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу у нас получается. Вот такая блестящая красота, объемные листики. Конечно, узорчик получается односторонний, но изнаночка, смотрите, ровненько, аккуратненько, не стыдно показать. Так, но все-таки лицевая сторона, смотрите, сразу видно листочки, да? Вот так вот рельеф придает такую вот изюминку. Как вам?
из моих ниточек вот так вот не тянется, вот так вот чуть-чуть тянется. Из ваших ниточек может тянуться больше, может тянуться меньше. Пробуйте, вяжите, экспериментируйте. Летняя пряжа, зимняя, демисезонная. Я как бы вижу из данной пряжи, наверное, данный узорчик кофточки, кардиганы, да. Если это, скажем, более летняя пряжа, то, конечно, топики, маечки, по-любому. Единственное, что, смотрите, вы можете узорчик перевернуть, у вас могут листики смотреть вниз, смотрите, тоже смотрится шикарно, да? Опять же, летние кардиганы могут быть. Это могут быть, конечно, и палантин может быть. Почему бы и нет? Когда поймете принцип узорчика, вы можете рельефные столбики провязывать не столбиками с одним накидом, а с двумя накидами. Листики будут повыше у вас. То есть пробуйте, экспериментируйте. И если вы уже данным узорчиком что-то вязали, рассказывайте. Нам будет интересно, куда вы непосредственно применили данный узорчик. Ну и пишите, конечно, комментарии, мы будем читать и вдохновляться. По поводу краешка. Я думала, что краешек будет все-таки ровненький, но все равно там, где листики, видите, он немножечко выпуклый. Вот он выпуклый. То есть здесь в данный момент нужно еще проработать. То есть дополнительно здесь надо будет провязывать столбики, так, чтобы волнисто не было. Если кому необходим волнистый краешек, то, конечно, так и оставляйте. Ну, а так вы поняли, да? Если вы захотите связать по кругу, схемка как раз представлена для того, чтобы вязать по кругу. Вот такая красота. Как вам? Давайте замерим сегодняшнюю красоту. Я набирала 37 воздушных петелек. Давайте вот так вот по центру, да, померяем. Тут, получается, немножко выступает, а тут, наоборот, как бы впадинка. У меня получается практически 21 сантиметр. Так, и здесь получается у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 рядочков. И самый первый с новичками мы провязывали 13. То есть здесь, получается, у нас ровные, получается, края. Смотрите, всего лишь только 9 сантиметров. То есть узорчик растет не быстро. Потому и предлагаю, вы можете сделать с двумя накидами, да, попробовать, как это будет выглядеть. Но рельеф того стоит, согласитесь, да? Пусть он медленно растет, но очень красиво получается, очень эффектно получается. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. И обязательно подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Много зрителей смотрят видео, но не подписываются. Нажимайте на колокольчик. Вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. И обязательно пишите комментарии. Комментарии помогают продвижению моего канала. Заранее вам спасибо большое. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.